Привет, это мой первый опыт, когда я появляюсь перед вами в кадре, и это на самом деле для меня интересный опыт, потому что я очень давно подобным не занимался, и вот теперь я наконец-таки за это взялся. Так вот, это выставление света, это звук микрофона уже совершенно по-другому звучащий, потому что обычно я записываюсь немножко вот так, и звук намного качественнее, без разного эха от комнаты и все в этом духе, и все довольно классно. А теперь это будет примерно на таком расстоянии, да, чуть дальше, не сильно критично, но тем не менее. Для меня это новый опыт, плюс в кадре надо себя учиться вести, плюс потому что я начинаю стримить с веб-камерой. Обычно я стримил без нее, сейчас понял, что надо как-то разнообразить стримы, в принципе я хочу, чтобы на них все было более живо, то есть я сам там присутствовал, именно было ощущение, что вы смотрите, и вот я буквально перед вами. Так вот, и теперь в видеороликах хочу сделать немножко подобную тему, и вот мы здесь. Так вот, давайте сегодня поговорим вот о чем. Я хочу рассказать о своем отношении ко вселенной Молота Войны, плюс ко всему хочу рассказать, почему, знаете, всеми любимая и одновременно ненавистная Ваха для вас никогда не станет тем, чем вы хотите. Извините, что я смотрю не в камеру, а куда-то туда, мне просто с непривычки, я стараюсь понять, все-таки нормально ли я смотрюсь в кадре. Ладно, приступим к просмотру. Добрый день, Эзерхаус, я ваш интервьюер, собственно, и у меня к вам есть два вопроса, которые помогут нам понять в итоге, почему же Warhammer не такой, как все хотят, и вообще каково ваше отношение к нему. Первый вопрос, как бы это ни было странно, как давно вы познакомились со вселенной Warhammer? Расскажите об этом как можно подробнее. Привет, да, я без проблем готов тебе рассказать свою историю знакомства с Вархаммером, это будет для меня даже каким-то удовольствием, я рад об этом поведать. Плюс ко всему, я, конечно, готов ответить на все вопросы, для того, чтобы ответить на вопрос, ну да, тавтология, извиняюсь, чтобы люди понимали, почему им Вархаммер нравится и не нравится, то есть люди же разные, поэтому я бы хотел, да, ответить на этот вопрос, без проблем. Ну, давай, ладно. Вот сначала, как бы я читаю вот комиксы, могу уже показать, да, в кадре. Это комикс «Падший». На самом деле, рисовка тоже классная, мне нравится. Тут всего 3, получается, книжки в этой серии пока что, по крайней мере. Вот я сейчас иду, собственно, на какой книжке? На 3. Заканчиваю уже, ребят. Классные комиксы, мне нравятся. Кому-то не нравится, безусловно, я спору нет. Понимаю, что люди все разные, но тем не менее. Ладно, давайте все-таки перейдем к теме. Знаете, со вселенной Warhammer я столкнулся в далеких 2000-х годах, и мой первый раз был с Dawn of War Dark Crusade. Она была прекрасна, знаете, эти глаза, страсть, атмосфера просто покорили мое сердечко, и мне это было прям очень близко к душе, и мы так много времени стали проводить вместе, и я для себя понял, что она стала для меня лучшей РТС, в которую я мог поиграть. Но если серьезно, то для меня на тот момент времени это была просто очень хорошая игра, в которую я играю по сей день, и знаете, ну до сих пор могу, как некоторые другие, в том числе игроки, насиловать уже умирающий движок этой игры, устанавливать туда моды на графику, устанавливаю моды на юнитов разных фракций и все в этом духе. Понимаю, что в игре нехорошо, но при этом мне доставляет это удовольствие не насиловать умирающий труп, конечно. Пояснение, да, имеется в виду и движок игры, собственно. Но просто вот экспириенс, который ты получаешь в итоге, он просто прекрасен. ГВ, вам на заметку, наверное, вы давно его должны стали понимать бы, да, вот обращение через интервью, которое никому нахуй не надо. ГВ, услышьте меня, сделайте ремейк первого Дова. Не надо там ничего, в принципе, менять графон, подтяните, добавьте фракции разных, используйте классные моды, которые есть, там, Апокалипс мод, просто Soulstorm, господи, возьмите Soulstorm, переделайте его, просто графически, добавьте больше возможностей в плане юнитов, больше добавлять, там, может, увеличьте разные там возможности, но, господи, не меняйте баланс и не меняйте, пожалуйста, вот общую механику игры, она прекрасна, господи, я надеюсь, что когда-нибудь я все-таки смогу увидеть нормальную РТС по Вархаммеру именно по 40-нику. Очень с нетерпением жду на самом деле. И, кстати говоря, если вы хотите от меня увидеть обзор первого Дова, конкретно Soulstorm, потому что у меня эта версия есть, она более полноценная и допильная, на мой личный взгляд, хоть мне и Dark Crusade безумно нравится, я готов это сделать. Напишите об этом в комментариях под этим роликом, да, я же могу обратиться, да? Ребята, давайте.
Комментарий под этим роликом, подписка на элемент вот по QR-коду в этом углу, по-моему, должна быть, да? Поставь давай. Ну, вы увидите QR-код, можете сканировать, либо в описании ссылка будет на мой чат в элементе, где мы переписываемся, там тоже можете об этом написать. И если я увижу какую-то активность, я обязательно это сделаю. Ну да ладно, давай ближе к делу. Далее наступает роковой 2017 год, когда в мои руки попадает Space Hulk Deathwing, где была крутая атмосфера, хороший графон, но унылый сюжет и странный геймплей, который вроде как бы и норм, но при этом довольно недопиленный. И знаете, что удивительно? На тот момент времени я вообще ничего не понимал в лоре Вархаммера, то есть я знал, что есть Dawn of War, и знал, что вот есть Space Hulk Deathwing, это одна вселенная, но при этом абсолютно ничего я не понимал. Ну, практически. То есть то, что я запомнил, в принципе, сюжета Dark Crusade, того же самого, да, вот я что-то понимал. Но здесь, в принципе, абсолютно ничего не понимал. Кто такой лев, кто такие ангелы, что за геносемя, генокрады, извиняюсь. Это было все очень интересно, мне это все очень нравилось. И я такой, блять, хочу все это знать. И я с этого момента просто, не знаю, как-то преисполнился, и я начал изучать абсолютно все, что есть связано с Вархаммером. Я столько видосов пересмотрел, этих вот лорных, то есть от Культаса, от Солнцеликова, от Гексадрома там и от всяких других тоже блогеров. Я столько всего посмотрел залпом, несколько дней подряд смотрел, читал разные книги по Вархаммеру, читал ночью, включал просто, знаете, одевал наушники полноразмерные, либо маленькие, когда как включал какую-то музыку по Вархаммеру там в сборнике там на Ютубе, либо на Яндекс.Музыке, Spotify, когда он еще работал, да. Музыку из, например, идеально заходит музыка из, знаете откуда? Из Mechanicus. Отличная игра, мне нравится вот эта вот пошаговая стратегия, и знаете, там просто прекраснейшая музыка, она там просто идеально вписывается. Я музон там просто прекраснейший, и вот я разную музыку включал и читал, погружаясь в атмосферу, господи, вот это было просто прекрасно, я не знаю, как это описать, но мне безумно нравилось читать книги вот в таком вот формате. Вот. И что еще я могу сказать, собственно? И вот теперь, знаете, я могу сказать, что я рядовой Вахаюб, который уже не смотрит каждый ролик Солнцеликова, Культас и так далее. Теперь я просто смотрю и читаю только то, что интересно лично мне. Пропало желание изучать абсолютно все, что связано с Вархаммером. Мне теперь интересно просто что-то конкретное. Для меня на данный момент ушли из приоритета, допустим, книги, лор, но при этом для меня в приоритет, скажем так, встали игры, и сериалы, и всякие там анимации. Но при этом все равно лор я через это все познаю, понятное дело, но уже не через книги. То есть, например, комиксы, да, я их почитываю, книжечки, иногда бывают статейки, тоже бывает, но по большей части сейчас это просто игры и сериалы, вот. Хотя, знаете, на самом деле это будет не совсем правда, потому что в последнее время я вновь начал погружаться в Вархаммер через видосы Культаса. У него сейчас выходят просто вот эти вот длинные ролики, где он рассказывает разные теории, в принципе, много чего интересного. Тоже Поход Альфари, или как канал называется, честно не помню, то есть Гексадром, у них у всех есть множество разного интересного контента, и я как бы его, естественно, сейчас стараюсь немножко тоже познавать, потому что происходит в Вархаммере куча изменений сейчас, и надо как-то за всем этим все-таки поспевать на самом деле. Также, я думаю, нужно ответить все-таки на вопрос, что же в принципе для меня такое Вархаммер. Ваха — это просто невероятно проработанный, атмосферный, жестокий, местами странный, но при этом завораживающий своей неоднозначностью лор в космическом сеттинге Вечной войны. Это просто шикарно, мне это очень нравится. Я не могу это описать словами, у меня просто столько эмоций переполняет, когда я пытаюсь как-то это описать. Я не мастер в описаниях, но это просто шикарная вселенная, мне она безумно нравится. До этого был фанатом Звездных войн, сейчас я являюсь фанатом Вархаммера, именно сороковника, больше чем фэнтезийного там или Эры Сигмара, допустим. Но при этом, понимаете, я не могу назвать Вархаммер идеальной вселенной. Вархаммер, он такой, какой он есть. Я принимаю такой, какой он есть. Безусловно, есть какие-то странные моменты, которые мне не нравятся, есть моменты, которые мне нравятся, но в целом я отношусь к этому как-то более прагматично и при этом понимаю, что за какого-то одного там изменения маленького, допустим, не критичного или не состыковочки, ничего серьезного не произошло, и не стоит Вархаммер начинать поносить просто говном со всех щелей. Поэтому я лишь иногда прибегаю к тому, чтобы тыкать ГВ, ну, знаете, лицом в говно. Дмитрий, извините, у нас время не так много, вы уже выходите немножко за хронометраж наш, мы не против, конечно, с вами подольше поболтать, но вы все понимаете, что люди не будут это долго смотреть, нам надо
как-то пократче. Поэтому смотрите, у нас следующий вопрос, который у нас есть по списку, соответственно, это получается, почему людям не нравится Warhammer? Объясните, пожалуйста, вот люди сидят и смотрят одну и ту же анимацию, допустим, ну, анимационный сериал я имею в виду, смотрят одно и то же событие, читают про него, и при этом абсолютно разные реакции. Кто-то поносит с ног до головы этот Warhammer, а кто-то просто, ну, благословит, как будто бы он был, скажем так, благословлен Богом, императором в каком-то смысле. Но знаете, давайте сейчас, кстати, обсудим один момент касаемо избиения бедного, не в финансовом далеко плане, Games Workshop. Знаете, вот здесь вот хороший на самом деле вопрос, опять-таки, который мы сейчас решили обсудить. Понимаете, тут проблема даже не то, чтобы конкретно в Warhammer, тут проблема и в нас, и в том числе в ГВ, конечно. Людям может не нравиться Warhammer просто абсолютно по разным и логичным, и не совсем логичным причинам. То есть люди могут просто не знать, что это такое, и поэтому им не нравится. Некоторым может не нравиться, потому что они от кого-то там услышали когда-то там, что он не очень интересный, не очень хороший. А может быть еще такой момент, что люди там пишут, что тут он сделал так, а книги такой-то, такой-то, который вышел тогда-то, тогда-то там было вот так. И вообще это все не канон. Господи, какой Warhammer хреновый, он скатился. Короче, разные бывают. Эти вот лорадрочеры, которые и душнило, в принципе. Ничего против лорадрочеров не имею. Ребят, спасибо, что вы есть. Вы показываете людям иногда, что реально вот есть такой косяк, но иногда вы доебываетесь просто до таких странных и мелочных моментов. Ну, это ваше право, вполне себе. Я вас прекрасно понимаю, что иногда хочется быть перфекционистом хоть в каких-то вещах. Следующий момент, по которому вот людям может не нравиться Ваха, это то, что вот они могут там сказать: тупая Ваха, тупая войнушка, вот то ли дело Звездные войны, там у нас есть и философия, и политика, ты, просмотрев все это, можешь сдать какой-нибудь, написать эссе-сочинение, там, тему диплома по политике, по философии. Ребята, я прекрасно все это дело понимаю. Я сам, как-никак, извините, кушаю свои волосы. Я сам, как-никак, все-таки смотрел Звездные войны. Для меня это тоже теплая вселенная. Я отношусь к ней с уважением, с теплом, потому что Джордж Лукас создал тоже поистине очень классную киновселенную, в которой есть книги. По книгам, к сожалению, я особо с книгами не знаком по этой вселенной, но кино, игры я знаю. Сам вот, например, я стримил буквально вчера Star Wars Jedi Fallen Order. Классная игра. Мне, в принципе, также есть множество игр по Звездным войнам, которые нравятся. А также есть люди из разряда типа: блин, они сделали так, а лучше бы вот так, тупые сценаристы, разработчики, режиссеры и т.д. и т.п. Люди, которые абсолютно не могут не понимать процесс создания, абсолютно не могут быть незнакомы даже с первоисточником, с которого все берутся, и думают, что лучше бы вот они сделали вот так. Просто мы еще люди иногда думаем, что можно было бы сделать немножко по-другому, именно, допустим, переснять немножко по-другому сцены, нам кажется, они более логичными. Но сценаристам, почему-то, видимо, с режиссером показалось по-другому. Иногда, да, безусловно, бывают моменты, когда они делают странную штуку из разряда, что не совпадает с первоисточником, вот абсолютно, в принципе, это не всегда критично, но порой, когда вы пытаетесь пересказать каноничную уже историю, нет смысла что-то там переделать прям кардинально, чтобы прям вся история рушилась на ногах. Ну, не на ногах, но на глазах имею в виду. Смотрите, безусловно, можно огромное количество времени сейчас сидеть и приводить разные примеры еще, почему Warhammer хреновый, почему он средний, почему он прекрасный, почему, вернее, какие еще есть группы, в принципе, людей, которые нравятся Warhammer, которым не нравится, но я перечислял, которым не нравится, потому что это основной вопрос, и это более интересно, на самом деле, чем то, почему нравится. Хотя это можно просто в следующий раз, в следующем интервью, в следующем видео обсудить, если будет желание, естественно. Так вот, лучше давайте ответим на вопрос, что объединяет вот эти перечисленные мной группы? Вот на ваш личный взгляд. Хотя ладно, не буду вас ждать. Они все субъективны, все люди индивидуальны, хоть порой и бывает стадом на самом деле. Мы одновременно можем радоваться тому, что мы нашли, знаете, друга с таким же мнением, как у нас, или просто знакомого, и одновременно с этим же другом начать сраться и говорить, что он долбоеб и говноед, и получать в свой адрес те же самые комментарии, если что-то нам начинает не нравиться. Понимаете, вот в этом все дело. Мы все абсолютно субъективны, с разным мнением, плюс ко всему еще имеем иногда порой стадный инстинкт касаемо того, что нам нужен кто-то, кто будет транслировать какое-то определенное мнение, и мы будем к нему подвязываться, особенно если мы не совсем корректны, не совсем понимаем и в некоторых вопросах, или просто даже не то, что не понимаем в некоторых вопросах, мы не хотим брать на себя ответственность и что-то говорить, и хотим просто примкнуть к какой-то конкретной группе, потому что с ними уже будет проще разговаривать.
Вот, это лично мое мнение касаемо вот этого вот момента. Но безусловно стоит порой понимать, что ГВ тоже совершает порой очень странные, нелогичные действия, которые мне тоже порой будут крайне непонятными, что вот они абсолютно делают, вот вообще в голове не укладывается порой. Вот давайте приведу вам пример вот этого вот нелогичного и странного вот их решения. Вот выходит синематик, охрененный синематик, графонистый, классный, прям вот смотришь, блять, хочу смотреть полноценный сериал с таким графоном. И что мы видим? Они выпускают графические недоносы за деньги. Просят за подписку, деньги, блять, за то, что фанаты могут сделать такое же, даже лучше. Я не понимаю, на самом деле, подобных вот решений их. Но также они делают и классные, только вот кому-то нравится, а кому-то все равно нет. Душнило? Может быть. А может ты просто слишком простой или несведущий? Понимаете, нельзя сделать идеальный продукт. Сколько бы ты ни прочитал комментариев, что новая игра или сериал говно, есть также немало людей, кому это нравится. Понимаете, люди меняются, мода меняется, дизайн, графика, архитектура, политика, все меняется. И понимаете, вместе с этим меняется абсолютно все то, что мы так любим. Сериалы, игры, какие-то киновселенные, книжные вселенные, политика, опять-таки все абсолютно меняется. Какие-то в лучшую сторону, а какие-то, ну, собственно, не особо. Я в этом плане лучше промолчу, в какую они могут сдвинуться сторону. Вы знаете, такой вот маленький вывод по всему перечисленному, тому, что вот я сказал. Все люди разные, все люди индивидуальны, у каждого свой взгляд, каждый по-своему может оценивать Warhammer. Кому-то он нравится, это нормально, ребята, это нормально, это классно. Кому-то это не нравится, это тоже хорошо. Понимаете, вот есть сериал, вот есть мультфильм «Ультрамарина». Мультфильм, который вышел вот давненько давно, да, вот извиняюсь за такое странное выражение. И понимаете, есть люди, которым это нравится, а есть люди, которым это не нравится. Я к этому отношусь проще. Мне в целом чисто визуально не нравится, потому что, ну, это странно сделано, это плохо сделано даже для того времени. Но при этом немножко в плане атмосферы и лора такая присыпочка довольно была хорошая. Она меня побудила тоже изучать Warhammer в каком-то смысле. И искать в том числе, есть ли какие-то еще анимации. Я нашел благодаря этому множество фанатских прекрасных анимаций. Ребят, не надо быть настолько критичным в этом плане. И опять-таки, это не значит, что Ваха и ГВ хорошие или плохие. Они просто есть, и для каждого она по-своему любимая и наоборот. Всем спасибо за то, что вы меня все выслушали. Спасибо, что посмотрели вот это вот интервью. Вам огромное спасибо, что вы у меня его взяли, потому что сам бы я, возможно, никогда бы не дошел до того, чтобы снять ролик по этой теме и, в принципе, что-то подобное сделать. Огромное вам спасибо. Ну что ж, Дмитрий, был рад с вами посидеть. Наконец-таки мы должны раскрыть все-таки, кто брал у вас интервью. И это будет на самом деле не секрет. Я не Юрий Дудь, как, возможно, вы могли бы подумать. Я не спрашиваю вас, сколько вы зарабатываете, что вы сказали, находясь перед Путиным. Поэтому стоит, наверное, снять самое главное, из-за чего я был неизвестен. О, господи, это же я. А что вы думали? У Генри Кавилла получалось. Почему у меня не может получиться в роли Супермена делать так же? Всем пока.